soon I am. I know I like it, this thing, the way that you amaze me, but I'm scared as hell. Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. Сейчас мы находимся в городе Генуя в Италии, но мы уже покидаем Геную. Отправляемся в курортный городок, который называется Камолья. Говорят, в Италии часто опаздывают поезда, но наш, по-моему, вот сейчас подходит вовремя. Это поезд, который идет на Сестри Леванте, и на нем мы поедем. Пока едем, покажу вам обзор итальянского поезда немножко. Смотрите, сразу розеточки есть у них практически возле каждого сидения. Это хорошо. Вот так сиденья расположены. Есть такие, которые совместные, друг на друга смотрят. Небольшой столик тут. Это, видимо, мусорки. Да, это для мусора. Столики. Сейчас вот. Есть первый и второй этаж. Это вот первый этаж. Вон там второй. Мы можем на втором даже сесть. Там, наверное, лучше было бы видно. Но мы с Ладой сели здесь, потому что здесь просто никого нету. Сейчас послушаем, насколько шумный. Лада, глянь. Короче, выяснилось, что эти билеты нужно было компостировать перед посадкой. А теперь, я не знаю, мне сказали, ищите контролера для того, чтобы у него прокомпостировать. Где я его найду? Пока я искал контролера в поезде, я нашел туалет. Посмотрите. Вот такой туалет. Поезд отправляется, а контролера я таки не нашел. А что, если я его не найду? Поезд длинный. Фух, все, я прибежал, бегал аж в самый конец поезда, а мы сидим в другом конце. Короче, через весь поезд я пробежал, чтобы прокомпостировать эти талоны. Им сказали мне, что в следующий раз на станции компостируйте. Там оказалась одна женщина, немножко говорит на немецком языке. Мы приехали в Камольи. Прямо с вокзала попадаем на морской вид. Вау, красота, да. Смотри, это вообще экзотика, да? Супер. Видно все 100. Смотрите, чтобы вы хорошо понимали, как они здесь делают. Это вот воспринимается как будто рельеф, да? А это не рельеф, это гладкое все. Тут нету никаких впадин. Все это на ровном фасаде нарисовано. И так на всех домах. Они просто разрисованы под лепнину. Сблизи это хорошо видно, смотрите. Видите, никакой лепнины, просто нарисован. Ух ты, такой инстаграмный плюшевый мишка. Мы изначально с Ладой хотели посмотреть именно небольшие городки на побережье. Потому что в больших городах всегда очень людно, слишком шумно. Вот в Генуе, ну, просто был бардак какой-то, да, вот. Там просто все шумело и кишило. А здесь так тихо, спокойно, как будто в немецком городке. Сейчас еще не пляжный сезон, сейчас еще не настолько тепло, чтобы купаться и загорать. Да и пляжи тут, говорят, галечные, не очень такие уже, чтобы полежать. Ради пляжей сюда не приезжают. Я это к тому, что мы сюда приехали именно в то время, когда надо. Смотрите, и солнце есть, и море вон видно. Мы сейчас, наверное, прямо сюда и спустимся на набережную сразу. Ой, слушайте, даже там загорают на пляже. Вау, мы вышли на набережную. Вот это неожиданно. Смотрите. Шик.
Некоторые люди в футболках, некоторые люди в куртках, а некоторые люди лежат на камнях. Да, у нас еще очень много времени до времени заселения в наши апартаменты. В этот раз мы через сайт Airbnb забронировали себе квартиру целую. Вон в том красном домике прямо. Если я правильно смотрел в интернете, то именно вот этот дом красный, в котором арка, это и есть наш дом. И как раз над аркой где-то у нас будет квартира, не знаю на каком этаже. Позже заселимся, вам покажем. Здесь бухта, в которой стоят корабли. Небольшая бухточка. Ехали мы сюда целый час, но не потому что это далеко от Генуи, а потому что поезд 3 раза останавливался и стоял по 10 минут в разных местах. Ехали мы вдоль побережья, но в основном через тоннели. Поэтому как бы дорогу-то красиво заснять мне и не удалось. Там только местами море показывалось. Но вообще побережье красивое. Скалистые берега здесь. И там, где есть пляжи, там как раз и стоят курортные городки. Такие как этот. Здесь недалеко есть еще очень известные города, которые все знают. И мы тоже в них позже собираемся проехать. Тут сказочно. Выяснилось, что здесь на берегу куча ресторанчиков, но они все имеют рыбную кухню. Тут прямо рыба сейчас пахнет. Все блюда здесь рыбные, креветки, что угодно. И как бы... Спагетти с моллюсками, вот рыба на гриле, кальмары. Как бы мы хотели бы чего-нибудь более жидкого. Мы там у одной женщины спросили, а можно ли тут купить где-то рыбный суп, например. Она сказала, ну такого в меню нету. Мы через переводчик разговаривали. Ну, говорит, я могу вам приготовить. Но это будет стоить 25 евро с человека. 25 евро одна тарелочка супа, да. Это очень дорого. Поэтому мы пошли дальше искать, что же здесь все-таки можно найти. Thank you. Welcome. Кофе здесь по 3 С евро. улыбочкой. Да. Тут можно умереть от счастья просто. Como éramos felices. Такие бокалы. Cuando andábamos así. Ну что ж, с почином нас. Y estábamos contentos, pues contentos hasta el У меня нет слов, это все рассказать. Очень. se fue. Вот так выглядит салат портофино. Солененьким. Зя-зя. Зеолека. Лека. Мы уже привыкли к немецкому, и как только с нами говорят на иностранном языке, мы отвечаем на немецком. Пришла женщина и сказала нам, что мы неправильно едим, нам надо все это полить маслом. Нам Оливковым. принесли, да, вот такие пакетики с маслом, а мы их не используем. Ну А да, это нам же поставили, мы ж как бы новички в этом деле, в ресторанном. Это еще какие-то специи, там что-то такое. Короче, можно выбирать. Кому что нравится. Мне очень нравится есть вот эту вот зелень. Это моя самая любимая зелень, руккола. Это руккола. Лучше? Гораздо. Мгм. И оно еще не соленое, его можно, наверное, посолить. Его еще и подсолить надо. Вот в зале, я так думаю, что это соль. Да. Вообще, любой язык можно понимать интуитивно. Это мы поняли в Италии. Мы заплатили 38 евро за наши 2 салата, 2 кофе и 2 белых вина, 2 бокала белых вина.
lights go out. You're in my mind. I close my eyes, so it's just you and I. Мы получили инструкции и теперь нашли уже дом и приблизительно нашли наш вход. Была даже фотография, что мы вот по этой лестнице должны зайти наверх. Вот. Смотри, белье сушится. В Германии мы давно такого не наблюдали, да? Тут Обожаю, такая обожаю такие картины Слушай, тут с неожиданно бельем. такая... Сразу видно, чем человек живет, какой человек живет. Вообще, вот по этому белью можно просто целую историю про этого человека рассказать. А вообще, посмотри, какая улочка Капец. классная. Клином идет, да, сужается Ага. такая. Класс. Все, сука. А там окно в окно, можно здороваться, так руку протягивать. Привет, сосед, привет, сосед. Надеюсь, у нас окна будут не так. Заходи. Чайку дам, да? Так, смотри. По Так. этой лестнице нам вверх. Смотри, вот здесь, да? И что? Вот это ящичек с нашим ключом. Так, там нам был сообщен код. О, Так, набирай код. так, и что? Теперь коробочка должна открыться. Потяни. Нет? Или что там? Или открой. У нас с собой куча вещей, я одной рукой все держу. Так, нам надо сначала снять этот крючок. О, Открылось, да? ага. Это типа вот так вот, да? Вот. Внутри ключ. Ура! Так, дальше надо код сбросить. Берем всю свою пачку вещей Так, не забудь ничего. и идем дальше. Ладно, это был ключ от этой решетки, один из них, Я поняла. скорее всего. В отзывах было написано, что вот этот вот от решеточки ключ не очень хорошо работает. О, видишь? Да, Ты они не были тот ключ правы. вставляла. Нет, я это тоже вставляла. Просто ты не домушник, да? Я вообще не домашний. Так, дальше Так, продолжает давай ты специалист. Да. Насколько я понимаю, вот это вот наши двери. Теперь наверняка уже вот этот вот зеленый ключик. Да, Да действительно. ты что, неужели мы все-таки попадем? Что-то он так туго открывается. И дальше Что мне- такое? Стой. Какой-то... Не поняла. Может, на кнопочку? Подожди. Нет, это свет. Надо посмотреть, что Вот они мешает. говорили, что зайти сложно. Открыть открыли. Знаєш, як в анекдоті? Так отож. Кум, приходь їсти Вареник. вареники. Так у тебе ж во дворі злая собака. Так отож. Да. Может, это она должна вся открываться. Вверху какая-то штука вверху. Вот, покажи, что. Ладно. Она Люди, просто Посмотрите, цепляет. короче, эта штука просто цеплялась. И если бы я не додумал... Элементарно, да? Вот это туто перфекто. Вот это квест. Так мы еще ни разу не заселялись. Третий ключ, скорее всего, уже от входной двери. Да. Всё, Нет, я не верю. наконец-то. Сейчас я включу свет. Мы сами себе позвонили. в дверь. Вау, заходила Дусь. Вау! Это старинное здание, и мы будем жить в старом доме со старой мебелью. Смотрите, какая здесь антикварная мебель. Это какая-то очень старая квартира. Тут есть все. Мгм. Смотрите, пошли сначала в спальню. Это спальня? Да, Вау, это наша кровать на Да. ближайшие 4 ночи. здесь есть 2 шкафа. Вот тут какие-то подушки, Мгм. одеяло, тремпель.
Тримпель. Рабочий стол есть. Вот, есть теплое одеяло, я просто сразу думаю, ну тут немножко сыро, немножко прохладно сейчас, да, поэтому надо, чтобы одеяла были теплые, и шкаф не закрывается, мне это очень нравится, так раз, стульчик стоит типа просто так, а он просто стоит, потому что Подпер. шкаф не закрывается. Смотри, подожди, иди сюда, Ага. что я сразу обнаружила. Просто понимаешь, почему я обратила внимание на эти вещи, которые висели? У нас окна сюда выходят. Как раз на эти вещи. Вот, друзья, мы хотя бы раз в жизни поживем окно в окно. Вот с этими людьми. Я понимаю, почему у них всех ставни закрыты. Конечно, никто не хочет, чтобы их видели. О, и сюда. Но сюда у нас вид отличный. Сюда видно площадь. Можно открыть и другую ставню Да, мы и так и смотреть сделаем на море. сейчас. Но прохладно. А когда ставни закрыты, то получается, будто мы в склепе каком-то сидим. Да, вот эти зелененькие красивые окошки, это вот эти вот ставни, они закрываются, это очень так классно. Смотри, у нас тоже есть такая веревка. Да? А, мы можем сушить Ой. белье. Мы можем точно так же, как итальянцы, тут все сушить. Только Вот. стиральной машины нет. У нас, кстати, есть инструкция в телефоне, где что расположено, где включается вода, где выключается. У меня такое чувство, что я приехала к бабушке Ты в видишь, отпуск, на каникулы. тут можно расположить Тут еще еще двоих несколько людей. человек, Приезжайте, да. друзья, к нам, у нас еще 2 места. Комнатушки похожи на кельи, видишь, такие вот. Тут даже запах, когда сюда поднимаешься, запах как в Киево-Печерской лавре. Вот такой запах каких-то, ну, сырости какой-то вместе с каким-то ладаном. Интересное место. Ой, так. Везде ступеньки, надо подниматься на уровень выше. Меня сразу интересуют виды из окна. Ну опять на ту же улицу. В общем, эти штаны нас преследуют, ладно. Они будут теперь с нами дальше. Что тут У еще нас есть? есть кухня с микроволновкой. Что это такое? А, Холодильник. нет, это холодильник. Ну, отлично, холодильник есть. Ножи. No entiendo bien por qué Смотри, кофемашина, кастрюльки, сковородочки, духовка. bajó sin mí. Yo seguí, seguí. А это котел. Смотрите, котел, который мы можем включить и обогреваться. То есть мы можем включить даже отопление, если замерзнем. Да. Смотри, покажи сюда, зайди, покажи санузел. Какой? Здесь есть умывальничек, небольшая душевая кабина. Вот все чистенькое, хорошо. А воды-то нет. Вода закрыта, там нам показано, где открыть. И окно в туалете тоже есть. Открывается. И тоже на ту же улицу, друзья. Чтобы не поломать чего. О, здесь уже вообще близко-близко. Вот так вот. Я в итальянских фильмах смотрел про такие вот интересные улочки, когда соседи друг другу заглядывают. Вот. Это то, чего не было в прошлом отеле. Сушить голову. Такая квартира на Airbnb стоит сейчас 62 евро в сутки. Это дороже, чем отель на 10 евро в сутки. Дороже. Но вы же видите, здесь просто можно целой семьей жить, с одной стороны. Да, но нас двое. С другой стороны, почему нам это выгоднее, чем отель? Потому что мы не вынуждены будем питаться в ресторанах. Мы будем покупать еду в супермаркете, приносить ее и здесь готовить. И это будет гораздо дешевле. В небольшом курортном городке Камольи мы с Ладой поселились прямо у порта. Здесь стоят лодочки, аккуратненькие, маленькие, нету больших яхт. Хотя вчера тут стояла одна. Живем мы прямо на этой площади, вон там, в доме напротив, мы уже показывали. И рядом с нами здесь есть красивая церковь старинная. Вот смотрите, даже сейчас без 15:12 бьют часы. Эта церковь называется Санта-Мария Ассунта.
а за ней сразу есть Castello della Dragona. Интересные такие слова, да? Как тебе итальянский язык, Лада? Обалденный язык. Я, короче, слушаю как песни. Я просто, когда слышу итальянскую речь, я просто замираю и слушаю. Она настолько музыкальная, настолько мелодична. Это просто невероятное что-то, в отличие от немецкого. Ну, допустим, будем честными, да? То есть уже есть такой плюс. Если мы переедем в Италию, то нам будет приятно учить, потому что нам нравится. Да. Давайте зайдем в эту церковь и туда, на Castello Dragona, чтобы посмотреть на вид, на море. Здесь должно быть все красиво. И сегодня еще мы с вами хотим поговорить насчет того, насколько в экономическом плане есть разница между Италией и Германией. Например, мы выяснили, что средняя зарплата в Италии составляет 2000 евро чистыми, то есть это нетто. А в Германии средняя зарплата составляет почти 3000 евро, 2900. Вот. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в Германии жить выгоднее, но не тут-то было. Сейчас я прервусь немножко на то место, где мы находимся. Посмотрите, под ногами у нас пол из камешков мелких выложенный. Как в Испании немножко похоже, да? Мы встречали целую улицу в Испании вот так вот сделанную. Вообще немножко похоже. Италия и Испания похожи, но Италия, она отличается от Испании. Она имеет какой-то такой романтичный дух. Тут еще жилые домики стоят прямо возле крепости. Интересно, насколько уютно жить прямо в туристическом месте. Сушить белье, вот так каждый день видеть этих туристов с камерами. Это же нормальные люди здесь живут. И, кстати, Лада смотрела цены на недвижимость, чуть позже мы к этому вернемся. Крепость была построена в 13 веке для защиты этих берегов. Тут же, в принципе, тогда был морской порт крупный, ну и всякие пираты могли напасть или разные другие страны. Почему мы сюда приехали, зачем мы рассматриваем Италию в качестве страны, в которой можно будет жить потом? Замечу, это именно для того момента, когда действие временной защиты может прекратиться в Европе. Мы можем продолжать жить в Германии без проблем. Но если мы хотим зарабатывать на YouTube и наши заработки не вырастут, то мы вычислили, что в Италии с такими заработками, как у нас уже сейчас есть, легче получить ВНЖ без временной защиты, а просто временный вид на жительство как предпринимателям. То есть мы тоже сможем здесь оформиться предпринимателями, показать свой доход, и на этом основании нам дадут вид на жительство. Для этого мы должны зарабатывать 8500 евро в год на каждого человека. Плюс еще с нами мама, то мы должны будем еще добавить 30% к этой сумме. То есть около 20 тысяч евро в год мы должны будем зарабатывать чистыми для того, чтобы получить ВНЖ в Италии. И эта сумма гораздо меньше, чем то же самое в Германии. В Германии нам надо будет зарабатывать около 36 тысяч евро в год чистыми для того, чтобы получить ВНЖ. Да? Нет, на всех, опять же, на всех. Я считаю, нашу семью просто мы рассматриваем этот вариант именно для нас, потому что для других людей у каждого человека есть свои собственные обстоятельства, свое собственное положение, другая профессия, там наемный труд какой-то. Кстати, насчет наемного труда. В Германии легче остаться, если ты наймешься кому-то на работу и будешь работать на хорошей зарплате. И в Германии легче найти работу, поэтому те, кто хотят остаться в Европе, именно найдя работу, то лучше тогда оставаться в Германии, потому что там больше работы, больше шансов найти работу. Нам же с Ладой, если наш доход не вырастет, лучше уже тогда выбрать Италию или еще какую-то страну. Мы сейчас пока конкретно ничего не решили. Мы приехали только на разведку.
По-моему, здесь снимают кино. Какая-то сцена с фильмом. Это главные герои. Они снимают кино, мы снимаем их. А вон девушка сидит под краном, да? Это главная героиня в синем платье. Все, не пускают. Сказали, дальше не надо ходить. Дайте снять сцену, люди, перестаньте здесь ходить. Предположим, мы зарабатываем на YouTube 2000 евро брутто, то есть грязными, без вычета налогов. В Италии или в Германии, неважно. Сейчас мы хотим рассмотреть, где на эти деньги легче прожить. Если в Германии, зарабатывая 2000 евро брутто, будет оставаться 1400 приблизительно евро чистыми, то в Италии будет оставаться 1600 евро. Представьте, это уже немножко больше. За 1400 евро в Германии вдвоем мы с Ладой не выживем, потому что там очень дорого стоят квартиры и еда дороже, чем в Италии. К тому же медицинскую страховку нам придется платить самим, и это тоже ежемесячная плата от 200 до 400 евро, там по-разному. На одного. На одного человека, да. Ну, есть там семейная страховка, это очень сложное законодательство, поэтому мы усредняем всякие вот эти вот цифры, для того, чтобы вам было понятно. В Италии же несколько будет проще, потому что из 2000 евро брутто у нас останется уже 1600, а то может быть и 1700 евро. Потом, в Италии дешевле жилье. Смотря где, но мы можем найти жилье половину дешевле, чем в Германии. Да. Опять же, на те же 200 евро можно найти дешевле квартиру. И в таком красивом месте, возле моря, представь, да, это плюс, еще солнце добавляется, потому что... Море, это вообще из-за чего только можно приехать сюда приехать. Сюда, да. К тому же, медицинской страховки как таковой ежемесячной в Италии нет, есть только ежегодная. И в год мы должны будем заплатить от 380 до 450 евро. Это очень большая разница. Либо ты ежемесячно платишь по 200 или 400 евро, либо ты в год заплатил 400 евро. Это просто огромная разница, при этом медицина будет доступна. Ну и продукты в Италии тоже дешевле, как утверждают. Мы сами этого, в принципе, еще не заметили, но только приехали. Говорят, что можно дешевле питаться в Италии, чем в Германии. Мы это все будем сейчас смотреть и узнавать цены, какие здесь, за сколько можно здесь снять квартиру, где можно жить, за сколько можно купить. Но предварительный вывод можно сделать, что в Италии за наши деньги мы можем прожить, а в Германии уж навряд ли. Но это не значит, что мы уже решили жить в Италии. Мы еще рассматриваем, допустим, Португалию, рассматриваем Черногорию, рассматриваем еще страны, может даже и Таиланд. Таиланд и Вьетнам. И Вьетнам, да, да. То есть у нас море работы. К слову, недавно я узнал, что наши друзья из Ирпеня ведут YouTube-канал в Болгарии. Они рассказывают про цены на еду в супермаркетах, про жизнь в Болгарии. Наши соседи. Наши соседи буквально. Напротив. Сегодня понедельник,
И мы, как всегда, едем в Lidl смотреть на обновление ассортимента. У них новый канал, поэтому я прошу вас поддержать их лайком и подпиской. Я оставляю ссылку на их канал здесь в описании. Если вы хотите, зайдите. Это очень интересно узнать про цены в Болгарии сейчас. Подпишитесь на их канал. Они наберут должное число подписчиков, и мы этим им поможем запустить их бизнес на YouTube.